Вітаю вас у своєму саду, я Світлана. І сьогодні дуже актуальне відео. Заморозки прошли, теперь перед нами стоит задача все проверить, спасти и удобрить и обработать. Я сегодня решила начать с пионов со своих. Расскажу, что я буду делать. Отвечу на самые частые вопросы, которые вы задаете про пионы. Обращу внимание на ошибки, которые можно допустить в уходе за пионами именно весной и остаться без цветения. А еще расскажу вам небольшую полезную информацию, которая немножко вас успокоит. Это касается пионов и заморозков. Будет интересно и полезно. Ветер. У нас сегодня ветрено. Предлагаю походить по саду, посмотреть, как чувствуют себя мои пионы. Я вчера их открыла. И параллельно я буду рассказывать вам вначале про основные ошибки в уходе за пионами, а потом покажу, что я буду делать именно сегодня, 14 апреля 2025 года, со своими пионами. Вот в таком они состоянии. Это возле дома, возле террасы. Эти были накрыты горшками. Первое, что я хочу сказать, чтобы успокоить вас, как я и обещала, если ваши пионы попали под заморозки. Если вы накрывали или даже не накрывали, это белые пионы. Возле дома я поделила куст. Если только проснулись пионы, и у них были малюсенькие такие бордовые побеги, ну вот такие или еще меньше, то даже если вы не успели их укрыть, ничем не задекорировали, хочу сказать, что они точно не обмерзнут. А знаете почему? Потому что у пионов, особенно у бордовых, которые более бордовые ростки, почки первые, цвет этот бордовый указывает на то, вот в таком если состоянии, вот только вылезли, это, видимо, более поздний сорт у меня, не помню какой, видео прикреплю, их я и не укрывала. Антоцианы в пионах находятся, и они уберегают наши красивые цветущие кусты. Это уже вытянулись за один день. Антоцианы – это растительные пигменты, которые защищают растения, ну и не только, у некоторых фруктовых деревьев и плоды, и листья окрашены. Это тоже природная защита от природных неблагоприятных условий, а именно от солнца сильного и от заморозков. Вот видите тоже эти пиончики, но я их мульчировала хвойным опадом. Разобрала вчера вечером, и вот так они выглядят. Значит, вы поняли, если ваши пионы были малюсенькие бордовые почки, то можно и не волноваться ни по поводу их цветения, ни по поводу состояния корневой системы. У меня все кусты отлично пережили эти стремительные морозы. Такие у нас до -6 было. А это пион Coral Sunset. Вот так выглядит. Он укрывался горшком. Но это ранний пион, поэтому так сильно уже побеги наросли. Тут где-то по
15-20 даже сантиметров. Пионов у меня посажено, я уже посчитала, почти 50 кустов. Некоторые я поделила, поэтому так много. Одни раньше были посажены, вот такие уже более-менее большие кусты. Сейчас буду отвечать на вопросы, которые чаще всего именно сейчас возникают. Приготовила тут себе шпаргалку. Значит, один из самых частых, конечно же, про заморозки. Попали под заморозки, укрыть не успели, снегом засыпало, обмерзли, почернели или завяли такие вялые веточки, побеги. Что делать? Надо ли их обрезать или что с ними вообще делать? Хочу сказать, что пионы и древовидные, и то вот это, и то пион. Сейчас покажу древовидные, травянистые. Не надо спешить обрезать вот эти завявшие побеги, почерневшие, потому что, может быть, только верхние лепесточки, которые укрывали именно сам бутон, сам цветочек в глубине, они все-таки сохранили наш пион. И он по итогу вытянется, вырастет и еще может и зацвести. Вот это древовидный пион, который тут такие 3 веточки будет цвести. У меня первый раз были укрыты. Вы еще спрашивали, зачем их укрывать. Древовидные пионы выносят холода. Вот потому что вот эти бутончики могут перемерзнуть, высохнуть и остаться сухие такие чешуйки, и больше они и не зацветут. И вот эти вот тоже были укрыты пионы у меня. Вот это более взрослый куст, большой, тоже отлично перенес он. Это пион Рока, такой темно-бордовый, красивый. Отлично перенесли заморозки. Значит, не спешите обрезать. Я вообще так со всеми растениями советую. Подождите недели-2, время покажет. Следующий вопрос. Чаще всего у молодых, конечно, садоводов встречается. Я тоже не знала, что и как. Искала видео на эту тему. Когда и чем начинать подкармливать. Или когда только первые почечки, первые росточки появятся. Или когда сойдет снег. Или когда уже вот такие росточки будут вот в таком состоянии начинать что-то делать. Надо сказать, что самый первый уход пионам надо делать сразу после морозов. Только сойдет снег, можно начинать наши пионы уже удобрять и подкармливать. То есть мы вокруг вот этого пиона нашего, вокруг таких маленьких почек начинаем рассыпать или золу, это калийное органическое удобрение, или присыпать землю, которая зимой мульчировала, прикрывала наш куст, торфом. Или если у вас есть перепревший навоз, то есть такими органическими, можно начинать уже как бы удобрять наши пионы. Думаю, куда я шла? Вот куда. Это пион Command Performance. В прошлом году не цвел. В этом не знаю. У меня есть еще второй кустик. Он уже цвел. Вот хочу показать вам, видите, светлый побег. Вот этот мог обмерзнуть. Это 100%, но он у меня был укрыт. Про цвет побегов вы поняли и как они защищают. Так вот, органическими удобрениями сразу, когда сошел снег. Золу лучше, конечно, просеивать. Я просеиваю, чтобы такая как пыль была просто от золы. Минеральными удобрениями, осмокотами и всякие
фосфоросодержащие, уже мы начинаем удобрять. Вот именно сейчас, середина апреля, конец апреля, самое время, когда наши ростки или вот так вот пошли в рост, или больше. Ну, разная стадия. А вот я как раз тут вчера уже начала кое-что делать. Сейчас расскажу, как я это делаю, и покажу вам. Вот это сейчас у нас идет первая подкормка пионов. Ну, неважно, какой высоты ваши ростки. Вот они выходят из мороза, все я одновременно удобряю. Следующая подкормка будет, когда появятся бутоны. Вы увидите самые маленькие бутончики. Тогда мы полностью отказываемся от азотных удобрений, потому что нам не надо гнать размер наших вот этих побегов, а нам надо, чтобы заложились красивые цветы, то есть бутонам дать силу, пионам дать возможность нарастить красивую цветочную массу. Фосфорно-калийные, фосфора больше. После цветения тогда мы уже будем на рост и на корневую систему стимулировать наши пионы. Если ваши пионы все-таки пострадали, ну вы заметили, или что-то с ними не так, маленькие, хиленькие, вот у меня какой-то совсем такой заморыш, можно пролить. Ну и нужно вообще-то после таких заморозков все пионы надо пролить радифармом. То есть можно мегафолом, но я буду радифармом. Проливается там 20-25 грамм, берется на 10 литров и проливается вокруг пионов. Радифарм укрепляет корневую систему. Там много аминокислот, много удобрений, и они помогут. И как антистресс хороший. Я вам, когда про хвойные рассказывала, я про этот препарат тоже говорила, что хвойные, которые пострадали, можно радифармом пролить. Так, и медленно мы пришли к вопросу, надо ли поливать или не поливать пионы весной. Смотрите, все растения, и рододендроны, и пионы, когда закладывают почки, бутоны, им нужна вода. Поэтому смотрите по своей погоде. Если у вас дожди периодически идут, значит не надо. Если вот как у нас заморозки, а сейчас до плюс 25 обещают, и дождей не предвидится, я буду проливать. Вот сейчас удобрения разложу, покажу сейчас вам, как я это делаю. И рассыплю все вокруг нужное и полезное и пролью немного, где-то литра по 3, по 5 вокруг каждого пиона. Вот еще хотела сказать, что вообще-то пионы не нуждаются в обильном поливе. У меня трубка капельная, вот вы видите, проложена. Она не прямо возле пионов, а как бы немного в стороне. То есть, чтобы вот вокруг гортензии, видите, прямо под гортензиями трубка. Тут я поправлю. Немножко мимо. А вокруг пионов надо в какой-то такой логической дальности от них, чтобы не переувлажнить нам корневой ком у пионов. Про мульчирование. Про мульчирование хотела сказать, вы спрашивали, можно ли хвойным опадом. Конечно, лучше сухой травой и какими-то не кислыми такими укрывными материалами, которые не подкисляют почву. Вот правильно будет сказать. Все-таки хвойный опад изначально это хвоя, опавшая от хвойных деревьев, от сосен, да. Но она же у меня на картон тут замульчирована. То есть, чтобы трава не росла, тут внизу везде картон. Во-первых, это частично уменьшает кислотность, которая может попасть вместе с водой, с поливом. А еще в сухом виде она,
не подкисляет. Также аналогично, как у нас вот замульчирована вот эта клумба корой. Да, казалось бы, тоже нельзя корой, кора хвойных деревьев. Но нет, чтобы какая-то кислотность из коры попала в почву прямо в таком огромном количестве, это еще много надо подождать, долго, лет 5, наверное, чтобы эта кора вся перегнила, рассыпалась в труху, мы насыпали новую, и тогда, может быть, кислотность увеличится. Но мы же золой подсыпаем периодически. Я всю зиму золой подсыпала из камина. Кстати, берите золу только из-под лиственных деревьев. Дуб, граб, там, береза. Вот, еще хотела сказать, что мульчирование, оно как бы, видите, я везде пораскрывала свои пиончики, надо еще больше приствольный круг, потому что во время дождей мульчирование может и навредить. Сырая трава, особенно у меня в прошлом году розы так немножко стали болеть, я все-таки думаю, от сырой травы пошел грибок. Я потом всю траву убирала вокруг, прямо приствольного круга убирайте. Не есть это хорошо, когда оно, конечно, влагу сохраняет нам и бурьянам не дает расти, но делает и вторую плохую работу. Может пойти какой-то грибок. Это вы поняли, значит, при сырой погоде, ну, вообще лучше не надо. Следующий вопрос, частый очень. Можно ли сажать пионы весной? Ну, вот это у меня бордзелла. Прошлой весной посажен. Такой он еще небольшой кустик. Но я и покупала отделенки самые маленькие, чтобы экономно было. 2-3 почки. Там, походу, вообще был 1 или 2 листика в прошлом сезоне. Посмотрим в этом. Может, еще и зацветет. Я весной сажала. У меня даже есть видео посадка пиона весной. Хочу сказать, что, конечно же, по всем правилам и пионы лучше укореняются осенью. И это растения холодного старта. Им нужна погода потом для укоренения прохладная. Но если у вас совсем слабенький маленький кустик, мне кажется, он за весну-лето, если посадите весну-летом, нарастет как бы больше. И уже на следующий год может зацвести. Может быть, это мое мнение такое, ну, лично мое. Но я вообще думаю, можно покупать в горшках. Вот часто продают пионы, недопродают. Осенью высаживают их в горшки. И вот хочу попробовать купить 1 или 2 сорта. В мае, в июне, когда они уже зацветают, начинают их продавать. Может быть, такой вариант. Лучше, если подбирать себе сорта в сад. Значит, вы поняли. Мое мнение такое особенное, что и весной, и осенью сажать пионы можно. Все зависит от правильной посадки, от удобрения и от вашей легкой руки. Вот что я хочу сказать. Можно. Попробуйте и сравните, как это работает. Следующий вопрос, последний, а потом буду показывать, как я удобряю свои пионы. Вопрос такой, что плохо растет, плохо вышел из земли. Сейчас я вам покажу, у меня там вновь посажены. Посажены, кстати, в феврале месяце. Где они у них там лежали, я не знаю. На складе корни пришли пересушенные. Но я, конечно, не знала, что они такие. Я их вначале отмачивала сутки. Слабенькие такие, высадила. И вот так они у меня выглядят. Это Алан Роджерс. Вот так. Но он и не ранний пион, конечно. Вот еще Majestic Mystery Tour. Тоже такая одна почка непонятная. Ну, вроде толстенькая.
Так вот, если пионы плохо растут, может зависеть, во-первых, от того, какую деленку вы покупали, насколько она была здоровая, насколько почки хорошие, где они были, что в торфе или не в торфе прислали. Мне прислали вообще в целлофановом пакетике. Второе. Место посадки. Видите, у меня тут солнце. Вообще всем растениям для цветения надо солнце. Если вы где-то в тени посадите большого пышного цветения, не ждите. Будет вытягиваться пион, много листвы будет, и он будет стремиться к солнышку. Ну, всем и розам солнце надо, и гортензиям. Хоть и советуют их в тени сажать, на солнце все цветет лучше. Еще одна из проблем, почему плохо растет, часто они говорят, заглублен может быть сам корень. Надо где-то, ну, 1 или 2 пальца вот так сверху положить, и вот эта высота почки, то есть почка должна касаться 2-го пальчика. Вообще вырывают яму, я показывала, ложат палку как уровень, и верхняя почка должна чуть ниже уровня этой палки быть. Если вы думаете, вдруг неправильно посадили, пересаживайте уже лучше осенью. Дайте ему этот сезон отцвести и пересаживайте осенью. Зацвела слива писарди, переждала холода. Еще одна из причин может быть насекомые какие-то, может быть хрущ портит корни пиона. Я не знаю, как хрущ на пионы, хрущ на все, наверное. Пролейте А2, только дозировку надо увеличить в 1,5-2 раза. Так, про это я рассказала. Идемте покажу, что я сейчас буду делать со своими пионами. Так, ну и вот я пришла, пион, который я хочу удобрить. Это я не помню, какой сорт. Сзади вот тут растет. Это Генри Бокстас. Такой яркий, бордовый, с блестящей листвой. Надеюсь, что он у меня в этом сезоне зацветет. Значит, первое, что мы делаем, убираем, как я сказала, вот это мульчирование все, расчищаем приствольный круг. Для чего? Потому что вот тут могут пойти побеги. Отцветет он, пойдет наш удобренный пион в рост, и они начнут везде расти. Следующее, что мы делаем, такую как ямку, не ямку, но не сильно. Он у меня посажен, кстати, видите, на пригорочке. Учтите при посадке, чтобы не был заглублен. Вот еще одна из причин, почему плохо цветет. Он опускается, земля утрамбовывается, и он оказывается в яме. Вода при дожде скапливается там, и толку от этого мало, я вам скажу. Все свои пионы на такой маленький естественный холмик. Но я все растения так сажаю. Дальше я беру, вот сюда насыпала немножко своего минерального удобрения. Остался у меня комплексный состав. Ну, это типа осмокота. Разные есть фирмы. Гранулированное удобрение, мелкая фракция. Я люблю мелкую, крупную как-то не нравится мне. Там он, по-моему, идет на более длительный период. Из расчета на такой кустик, вы видели, я брала где-то, ну, столовая ложка, может быть, с горкой, в зависимости от того, какой ваш кустик. Дальше я мульчирую. У меня торф из теплицы. Уже все позабирала от своих огурцов, помидоров. И вот так вот мы присыпаем. Вот это наше удобрение. Хорошая, черная такая земля и торф. Если у вас есть конский навоз, перепревший обязательно. Если у вас есть... Так, ну туда досыплю. Неудобно тут мне. Если есть компост,
У нас, кстати, в этом году и компост получился. Но я его для теплицы берегу. Так, вот мы его присыпали. Дальше я его, как я вам говорила, золой. Вообще золу надо, я ее просеиваю, чтобы только вот такая, как пыль была. Ну, я всю зиму, я вам рассказывала, присыпала, носила под пионы калий. Зола — это калий, минеральное удобрение. Получается, мы и органическое, и минеральное. Все насыпали, можно больше. Немножко золы, я имею в виду больше. Кусочки такие, можно тоже небольшие, но разламывать их. Все. И сейчас мы просто сильно прольем. Ух, как зацветет скоро этот пион. Ну, вот, как я вам говорила, не сильно много. 3-5 литров на кустик. Ну, в зависимости от того, какой куст. Все, красота. Следующая подкормка у меня будет плантафолом 10-54-10, когда я увижу бутоны. Это, я думаю, недели через 2. Но знаете, что плохо? У нас в начале мая, посмотрела погоду, обещают опять заморозки. Видимо, я буду снимать видео, как спасаем пионы от заморозков в мае. А может быть и нет. Может быть, будет все хорошо. Все, что знала про пионы, я вам рассказала, показала. Сортами будем любоваться. Что делаем сейчас, вы поняли. Не спешите обрезать замерзшие, если есть. Это самое главное. Может быть, в глубине там росточек и живой, и вы можете испортить его цветение. Все, всего хорошего. Думаю, все вам было понятно и полезно. Работы в саду сейчас много. Я с пионами закончу и пойду рододендроны удобрять. Может быть, сниму следующее видео, что мы делаем с рододендронами в апреле после заморозков. Все, всего хорошего. А вот эти кустики спрашивали, что это такое. Это спирея Golden Princess. У нее потом такой салатовый красивый лист. И она вообще очень красивая спирея. Я ее тут пытаюсь таким приствольным кругом вокруг писарди сливы. А на заднем плане тоже частый вопрос. Туя пирамидалис ауреа. Красавица. Все, всего хорошего. Делитесь своими отзывами, как ваши пионы перезимовали такую у нас весну зимнюю. Как вышли, как выжили, не выжили. И может быть чем-то еще. Можно костной мукой, но я не практикую. Я только золой подсыпаю. Костную муку не использую для пионов. Все, всего хорошего. Солнечный день, правда ветреный такой.